Депутатами Госдумы была предложена инициатива законодательно запретить ввоз в страну родственников гастарбайтеров. Однако документ впоследствии заблокировали, что вызвало серьезные споры. Интрига возникла вокруг того, что изначально обвинение за блокировку возложили на правительство, в то время как настоящим защитником жен, детей и других родственников мигрантов оказалось правовое управление Госдумы. Законопроект предлагал запретить въезд в Россию членам семей низкоквалифицированных работников, прибывающих в страну по трудовому договору или патенту. В документе указывалось, что семьи должны оставаться в своих странах и ждать своих кормильцев на родине. Средства массовой информации сообщали, что именно правительство не поддержало эту инициативу, предложив депутатам доработать документ из-за правовой неопределенности и несоответствия международным договорам. Однако впоследствии выяснилось, что правительство не блокировало законопроект. На самом деле интересы мигрантов и их семей лоббировало правовое управление Госдумы. Журналист Сергей Колясников в своем телеграм-канале пояснил, что правовое управление сослалось на статью 9 Соглашения между Узбекистаном и Российской Федерацией о защите прав мигрантов, где указано право трудящихся мигрантов привозить свои семьи для совместного проживания. Колясников также отметил, что условия приглашения членов семей включают наличие средств для их содержания и подходящего жилья, соответствующего законодательствам принимающей страны. Журналист считает, что при выполнении этих условий российские правоохранительные органы имеют полное право законно высылать людей, проживающих в так называемых резиновых квартирах. Он пошел дальше и напомнил о другом условии, а именно средствах на содержание семьи. Как, к примеру, мигрант-строитель на зарплату может содержать жену, 5 детей, родителей своих и супруги. Может, зарплата в конверте позволяет ему это делать? Проверка просто необходима. Более того, в той же 9 статье Соглашения говорится и о том, что медицинское обслуживание трудящихся мигрантов осуществляется за счет средств работодателя, так что поводов для проверок предостаточно, чем и должны заняться соответствующие органы. А параллельно пусть правительство дорабатывает законопроект, чтобы можно было выстроить взаимоотношения с мигрантами на деловом уровне. Поработал, заработал, уезжай. Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова убеждена, что запрет на завоз семей мигрантов существенно снизит нагрузку на бюджет, а главное, мы не получим армию людей, которые никогда не ассимилируются. В своем телеграм-канале она высказала мнение, что строители, курьеры, рабочие могут и должны работать вахтой без семьи. Что же касается несогласованности с международными договорами, то хотелось бы, чтобы в нашей стране наши собственные законопроекты согласовывались друг с другом, а потом уже с неким международным правом, добавила она. Но не все согласны с большинством. В недавнем выступлении народный, в кавычках, избранник Олег Матвейчев затронул болезненную тему приезжих, которая вызывает яркую реакцию у населения страны. Депутат заявил, что запрос населения – это на самом деле результат работы западных спецслужб. Большинство россиян в комментариях позволило себе не согласиться. Тема мигрантов в России очень горячая. Вопрос начали широко поднимать и обсуждать после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле, где обвиняемые 4 граждан Таджикистана. С тех пор, однако, появились сотни дополнительных поводов, от избиений в школах до ДТП с автобусами и так далее. Конечно, претензии возникали у россиян и раньше, причем годами. Однако депутат Государственной Думы Олег Матвейчев заявил, обсуждаемый и острый вопрос на самом деле россиян волнует из-за тлетворного западного влияния. Более того, даже тему «ура-патриотизма» захватили агенты. Вы знаете, что против нашей страны развернута еще с 2014 года настоящая информационная война. И наши, так называемые партнеры, ставят на нас эксперименты, испытывают самые разные способы, подходы, как нас взорвать изнутри. Вот так обрисовал проблему господин Матвейчев. Нужно отметить, что позиция Матвейчева входит в конфликт с заявлениями в Совбезе Патрушева и Медведева, а также руководителя Следственного комитета Бастрыкина, которые еще около 3 лет назад оценили бесконтрольную миграцию как угрозу национальной безопасности. Тем временем работа над миграционным законодательством продолжается. Так, например, партия «Справедливая Россия и за правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроекты, ужесточающие правила для иностранных работников. Среди инициатив
запрет на ВНЖ и гражданство для неквалифицированных мигрантов, ограничение их свободы перемещения, обязательный выезд по окончании трудового договора, а также создание закрытых поселков за счет работодателей. Проживание в трудовых поселках закрытого типа не должно пугать мигрантов, которые едут в Россию на заработки. Об этом заявил Сергей Миронов, комментируя законопроект фракции. «Мы не видим ничего страшного в том, что мигранты будут жить в закрытых трудовых поселках. Этого вполне достаточно для иностранных граждан, которые едут в Россию исключительно с целью заработка». Депутаты Госдумы от партии во главе с ее лидером Сергеем Мироновым готовят на рассмотрение парламента целый пакет законопроектов, касающихся регулирования трудовой миграции. Документы содержат ряд предложений, включая запрет на получение вида на жительство и российского гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора. Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданство Российской Федерации, говорится в пояснительной записке к проекту. Организованный набор, как указано в документах, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на системное привлечение иностранных граждан для работы в России. Новый законопроект предполагает введение жестких ограничений. В частности, мигрантам, привлеченным в рамках таких программ, будет запрещено привозить членов семей, включая близких родственников. Продолжительность пребывания иностранных работников на территории России планируется ограничить сроком действия их трудового договора. После его завершения работодатель будет обязан обеспечить выезд мигранта из страны. В случае досрочного расторжения договора эта обязанность также остается за нанимателем. Переходить на работу на другое предприятие мигрантам нужно запретить, а в случае досрочного расторжения трудового договора работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы Российской Федерации, рассказал агентству лидер эсеров Сергей Миронов. Для финансирования обратного выезда, включая возможные случаи депортации, работодатели должны будут размещать средства на специальном депозите или предоставлять банковскую гарантию. Эти средства должны покрывать все расходы, связанные с возвращением работника на родину. Отдельное внимание в законопроекте уделено вопросам проведения экзаменов для иностранных граждан. Как указано в сопроводительных документах, организациям, осуществляющим тестирование по русскому языку, истории России и основам законодательства, запрещается передавать право проведения этих экзаменов третьим лицам или индивидуальным предпринимателям. Отдельный пункт законопроекта касается проживания трудовых мигрантов. Им будет разрешено жить только в специально организованных закрытых трудовых поселках. Все расходы на их создание и содержание должны будут взять на себя работодатели. «Справедливая Россия» настаивает на ограничении свободы перемещения мигрантов по России и по территории региона, в котором они работают. Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели, подчеркнул Миронов. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание на изменения в геополитической обстановке, заявив, что текущая миграционная политика России не соответствует новым вызовам, связанным с ситуацией в Средней Азии. Он отметил, что ряд государств региона усиливает сотрудничество со странами НАТО, включая военно-техническое взаимодействие и обмен разведывательной информацией. По словам Миронова, в этих условиях массовая миграция приобретает характер гибридного оружия, а управление миграционными потоками становится инструментом ведения современных гибридных войн. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители?